Привет! Еще раз кратко о том, почему так опасно пользоваться так называемым мессенджером Max. Во-первых, Max разработала компания, которая имеет непосредственное отношение к ВК. А ВК, я напомню, это полностью подконтрольная государству компания. Более того, сервера ВК расположены в России, ФСБ имеет полный доступ к этим серверам. ФСБ может читать любую переписку в ВК, даже приватную. Во-вторых, исходный код Макса мессенджера, он закрытый, и мы не можем понять, что там происходит. В-третьих, даже сам Макс в своем пользовательском соглашении говорит прямо о том, что он передает любую информацию о пользователе всем, даже третьим лицам. И, разумеется, ФСБ. ФСБ также имеет доступ к серверам Макса, то есть к тем серверам, где хранятся данные и сообщения этого так называемого мессенджера. В-четвертых, никакой анонимности в Максе нет, потому что, во-первых, регистрация происходит по номеру телефона, и, во-вторых, разработчики обещают внедрить туда полную интеграцию с сервисом госуслуг. И товарищу майору из ФСБ достаточно будет нажать только кнопочку, и все данные о пользователе у него будут на экране. В-пятых, этот так называемый мессенджер собирает полностью всю информацию о пользователе. Он имеет доступ к микрофону, к камере, ко всему, что установлено у вас на телефоне. Он получает информацию о вашем IP-адресе, о ваших контактах, о вашей геолокации и так далее. То есть полный доступ к вашим данным. В-шестых, в этом мессенджере по умолчанию нет никакого сквозного шифрования, так что все ваши сообщения будут видны, будут читаться, как на белом листе. Это я рассказал вкратце. Более подробное видео есть у меня на YouTube-канале, можете его найти и посмотреть. В общем, мессенджер Max — это такой портативный СОРМ от ФСБ у вас в кармане, который будет следить за вами круглые сутки и передавать всю информацию майору из ФСБ. Что делать? Я понимаю, что многих из вас сейчас на работе или в каких-то организациях заставляют устанавливать этот мессенджер, так называемый, на свой телефон. Ни в коем случае этого не делайте. Если вас заставляют и вы не можете отказаться, приобретите специально для этого мессенджера отдельный какой-нибудь дешевый телефон, установите туда этот мессенджер и включайте его только тогда, когда вам необходимо пользоваться этим мессенджером по работе или когда вас начальство заставляет. Это самое простое, что вы сейчас можете сделать для своей безопасности. У меня на этом все. Это был майор в отставке. Подписывайтесь на мой YouTube и Telegram каналы, там много чего интересного и полезного. Всем удачи, всем пока, берегите себя.